Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, но при этом очень простой торт. Он идеально подходит для летнего времени, потому что не нужно включать духовку. Но это не означает, что его нельзя приготовить в любое другое время года, ведь готовится он очень легко и просто, при этом все ингредиенты максимально доступные, и сам торт получается очень доступным по цене. Берем 250 граммов пшеничной муки. Для баланса вкусов, как всегда, добавляем немного соли, буквально щепотку. К муке добавляем 60 граммов сахара, 120 граммов мягкого сливочного масла. Эту массу нужно перетереть в однородную крошку. Можно это сделать при помощи вилки. Когда уже нет больших кусков масла и все масло покрылось мукой, можно дальше уже работать руками. Вот посмотрите, получилась такая крошка, которая очень ароматно пахнет. Пересыпаем крошку в сковородку. Никуда не отходим, постоянно перемешиваем и обжариваем крошку до румяного состояния. Если появляются комки, то берем и лопаточкой обязательно их разбиваем, чтобы крошка у нас была мелкая. И вот смотрите, буквально через 5-6 минут получается вот такая очень ароматная румяная крошка. Но никуда не отходите, регулируйте нагрев, чтобы у вас ничего не подгорело, а просто вот так вот зарумянилось. Сразу же пересыпаем крошку в отдельную миску, чтобы она у нас от теплоты сковороды не подгорела. Как видите, коржи у нас просто молниеносно готовы, и теперь давайте подготовим форму, потому что дальше процесс будет еще быстрее. У меня вот такая вот форма диаметром 20 сантиметров. Дно формы выстилаем пергаментом. Края формы смажем тонким слоем растительного масла, чтобы пергамент прилип к ним. Форму подготовили, займемся кремом. 2 крупных яйца разбиваем в ковш. Добавляем 1 столовую ложку с горкой крахмала. Перемешиваем яйца с крахмалом до однородного состояния. Добавляем 120 граммов сахара, 500 граммов сметаны, у меня сметана жирностью 20%. И перемешиваем. Ставим крем на огонь и постоянно помешивая, никуда не отходим, доводим до кипения и загустения. Как только вы увидели первые пузыри кипения, провариваем еще 30 секунд и снимаем с огня. Пока крем горячий, добавляем сюда 50 граммов мягкого сливочного масла. Также добавляем 20 граммов ванильного сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Для посыпки торта сверху откладываем 4 столовые ложки крошки. Оставшуюся крошку разделяем на 4 равные части значком BMW, как меня научили зрители. Выкладываем одну часть крошки в форму. Разравниваем крошку по форме. Сверху выкладываем 1/4 часть крема. Делаем это все, пока крем еще горячий, тогда его проще распределить. Разровняли крем и снова выкладываем крошку.
Снова выкладываем крем. Снова крошка. Снова крем. Нужно, чтобы крем пристал к ободку, тогда его проще распределить вот так вот. Еще один слой крошки. И последняя часть крема. Крошка и крем делается просто молниеносно, но вот загвоздочка в том, что нужно аккуратненько распределить крем. Но я думаю, что у вас получится. Вот туда по краям сначала распределяйте и лучше лопаточкой вот так вот к центру. И все получается. Посыпаем сверху крошкой. Чтобы торт не заветривался и не впитывал лишние запахи, накрываем его сверху пищевой пленкой. Оставим торт до полного остывания при комнатной температуре, а потом ставим в холодильник приблизительно на 6 часов, чтобы он хорошо у нас стабилизировался и держал форму. Торт уже хорошо держит форму, он провел в холодильнике достаточно времени, будем доставать его из формы. Пахнет уже очень-очень ароматно. Теперь снимаем пергамент. Перекладываем торт на блюдо для подачи. Отрезаем кусочек. И теперь обязательно нужно немножко попробовать, а можно и немножко. Пахнет очень вкусно. Очень вкусный торт, очень. Вот эта крошка, она пропитывается кремом, становится мягкой, при этом она такая ароматная, поджаренная, крем с легкой кислинкой. Очень вкусный торт, и при этом он делается очень легко, быстро и просто, и без духовки. Я надеюсь, что вам понадобится, то есть не понадобится, а пригодится этот рецепт. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.